У нас скоро Пасха, и мы решили испечь пасочку. Это посмотрите, какие дрожжи, как они хорошо работают. Пробуем так на пальчик. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, ставьте лайки и ждите чуда, когда получится пасочка. Так, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Для этого нам понадобится сначала разбудить дрожжи наши, посмотреть, как они работают. Я взяла 2 ложки дрожжей сухих, 2 ложечки столовых сахара, 4 ложечки, 3-4 можно муки и грамм 150-200 из общего количества молока. Мы будем делать на пол-литра, может быть чуть больше, так немножко плюс-минус. Это из общего количества молока мы взяли теплое молочко. И начинаем всыпать. Значит, сначала сахарок насыпаем, потом дрожжи и мукичку. Засыпаем муку и мешаем. Оставляем минут на 15, когда дрожжи поднимутся, мы с вами снова встретимся. Итак, мои хорошие, вы посмотрите, как работают дрожжи мои. Сухие дрожжи. Мне очень нравятся. Я и хлеб пеку на сухих дрожжах. И пасочки вот заделала. Вот смотрите, что нам понадобилось для моей паски. Сахар грамм 300, молочко остальное чуть больше, чем 500 грамм, грамм 600, наверное, в общей сложности вместе с дрожжами. Сметанки 220 грамм, соль пол чайной ложечки, меда ложечку, чайную можно чуть больше, цедра 1 лимона, изюм грамм 200-250, можно 150, кто как любит, масло подсолнечное без запаха, цукаты. У меня крупные и мелкие. Яйца в общей сложности 8. 2 яйца, а остальное только желточки. И лучше желточки, потому что белочки тяжелее. Она будет такая более рассыпчатая, как бы легкая. И сливочное масло 200-250 грамм. Муки из расчета 900 килограмм. Там будете смотреть, когда будете замешивать тесто. Тесто замешивать очень-очень легкое, чтобы оно было легенькое, мягкое такое. Не забивать ни в коем случае. Сольки пол чайной ложки обязательно тоже. Для вкуса. Дает вкусовые качества все эти открываются. Соль, сахар. Вот такие ингредиенты для пасочек. Вот это посмотрите, какие дрожжи, как они хорошо работают. Это ж надо, прямо ж красота. Осталось все соединить, чтобы все между собой поцеловалось. И будет вкусненькая пасочка. Вы только посмотрите, дрожжи как сработали. Вот теперь мы замешиваем тесто. Сейчас покажу как. Итак, дорогие подписчики, очень интересное занятие. Хотим испечь пасху. Вот что мы делаем. Берем, высыпаем все дрожжи. Сюда емкость, ложечку. Высыпаем большую емкость. Гляньте, какие хорошие. Берем остальное молочко, хорошенько вливаем сюда. Оно у нас теплое, не забывайте. Слегка тепленькое. Вот мы хорошенько все это. Видите, как они у нас хорошо сработали. Это вообще. Вот мы видим, как отлично работают наши дрожжи. Смотрите, как хорошо перемешали хорошенько. Затем берем часть сахара, мы отсыпали в желточки. Хватит, я насыпала туда сахара, видите? Я их так вот хорошенько перемешиваю, сбиваю слегка до белой пены. Немножко появится. Желательно сбить хорошенько. Очень важно, что сахар, как вы любите. Кто-то любит, но не забывайте, что сахар садит тесто, поэтому увлекаться, кто любит сладкие сильно, пасты тоже не очень. Соединим все это хорошенько и выливаем остальное молочко. Тесто месим чистыми
хорошо вымытыми руками, они должны чувствовать энергию человека, и тогда они получатся очень хорошие. Высыпаем остальной сахар. У меня 250 грамм. Я делала пасочки тоже по рецепту, там много надо было. Ну, она не такая пушистая получается. Она сладкая, но не такая пушистая. Затем добавляем сметанку. У меня 20% сметана. Не домашняя, а магазинная. У кого есть домашняя, можно и домашняя. Здесь у меня 220 где-то вот так же. Сметанка делает тоже свою роль в тесте, выполняет. Становится тесто пушистым. Перемешиваем. Все должно быть тепленькое или комнатной хотя бы температуры. Затем вливаем 200 грамм сливочного масла растопленного. Видите, у меня было растопленное сливочное масло. Чтобы пока оно такое жиденькое, мы всыпаем соль, чтобы соль хорошо растворилась. Соли здесь всего лишь пол чайной ложечки, больше не надо. Любое тесто, дорогие мои, любит не только сливочное масло, но и подсолнечное. Поэтому я вливаю 3 ложки масла. Можно и ложечку хватит. Затем высыпаем медик, для того, чтобы пасочки не черствели, у нас дольше были светлые. Натуральный мед. Видите, какой он хороший. У нас есть изюм, но изюм мы будем ложить. Он у нас хорошо вымытый и просушенный. Мы его будем ложить, когда уже будем обминать тесто. Поэтому изюм мы отставляем. Добавляем сюда цедру лимона еще. Видите? Как жиденькое такое все. Вот смотрите, как хорошо все вымешивать. Теперь постепенно всыпаем муку порциями. И будем вымешивать. Видите, еще у нас получилось много всего, поэтому мы посудинку возьмем еще одну. У меня есть еще, и мы разделим на 2 части. Видите, такое красивое, желтенькое, видите, как будто его кто покрасил. Я разделила на 2 посудинки, мне так будет удобно. Одну будем пекти, подойдет, а ту отставим. Но сейчас будем мы, чтобы тесто работало, конечно, наше, мы поставим в духовочку, чтобы быстрее. Я вот немножко просеяла, добавила мукички, сейчас мы рукой будем уже замешивать. Это. Поставила 50 градусов в духовку и поставим в духовочку, чтобы тесто подходило. Как только поднимется тесто, мы будем вытаскивать и обмынку делать. Мукичка есть сейчас. Все, вот мы хорошенько руками, чтобы мы чувствовали его. Тесто. Нужно еще немножко мукички. Но немного, не забивать, чтобы нежность было. Видите, какое прекрасное тесто. Очень красивое. Теперь другое начинаем. Уже я сюда посыпала мукичку, видите? Пасочки пасхальные. Видите, какой прекрасный, гляньте. Сейчас тоже важно, чтобы оно все обменялось, его важно. Хоть оно к рукам липнет, но важно его обязательно вымесить. Оно напитывается кислородом. Для чего мы вымешиваем тесто долго? Если хотим, чтобы оно не крышилось, надо чем дольше, тем будет пушистее. Духовочка сейчас нагреется. Я поставила не на 50, на 45. Хватит на 45. Цедрочкой пахнет. А еще я добавлю ванилин, когда буду добавлять изюмчик, я тогда добавлю еще ванилинчик. Кто любит, еще добавляют капли. Дюшес, барбарис. Раньше я добавляла, но почему-то в последнее время я только ванилинчик. Вот такой процесс. Ставим сейчас в духовку. Я ее тут разбавляю. Так. Ну, вот так. Вот я на себя буду подходить. Еле-еле плотненькая. Раньше были русские печи. И ставили на русские печи. А теперь духовочки вот такие. Вот на 45 градусов, видите, и поставила вот. Одну поставила сюда и вторую. И она потихоньку будет подходить. Продолжение следует. Вот как подошло тесто. Сейчас мы его будем обминочку делать ему. Итак, мои хорошие, посмотрите, как поднялось хорошо тесто.
Вот у меня ванилинчик вот такой есть. Я его засыпаю, чтобы хорошо пахла наша пасочка. Так. Сюда так. Сладенькое. Еще и будет вкусно пахнуть. Цукаты у нас есть. Смотрите, какие хорошие. Красивые. Можно в середину. У меня есть еще и наверх. У меня и внучка маленькая. Тоже она любитель этого. А теперь еще и изюмчик. Изюмчик есть пересыпает мукой, чтобы она отдельно. Ну, он у нас очень хороший такой. Видите, какой красивый. Он прям рассыпается, как песочек. Не надо муку, ничего. Взяла немножко масла, вот так немножко помажу. Руку просто смочу. И начинаю вымешивать. Вот, какое оно прекрасное. Вот так его надо даже поднимать, чтобы это тесто напитывалось кислородом. Вот, пожалуйста, теперь это точно так. Родзинка. Украинский родзинка. Изюм. Подвешить немножко теста. Пробуем тут на пальчик. Очень вкусно. Вымешивала я тесто минут 15, админочку делала, накрыла пищевой пленочкой и оставляю здесь его, пусть оно подходит. Укрываем полотенечком. Вот так вот. Итак, мои хорошие птички, сейчас посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите. Вот это да! Ой, представьте, гляньте. Рассмотрела. У меня тут пленочка. Сейчас будем как-то мы маслом. Надо было маслом смазать, но я не смазала маслом. Вот такая красота у нас, видите? Какое тесто! Ну, так работают дрожжи хорошо. Вот сейчас опять будем делать админочку. Ой, какое оно хорошее. Ну, надо, чтобы еще стояло. Видите? Оно должно вообще к рукам не липнуть. Поэтому мы его оставим еще. Гляньте, какое хорошее. Гляньте, посмотрите. Прямо аж дышит, дышит, живое. Тесто живое, хорошее. Надо до тех пор его вымешивать, и чтобы оно выстоялось, чтобы не липло почти к рукам. Родзиночки, изюмчик хорошо тоже разделился, видите, по всему тесту. Вот так вот надо. Вместе с миской. Вот так его поднимать, чтобы насыщался кислородом. Тесто, чтобы насыщалось. Вот какое оно красивое, пахнет. Запах какой. На всю кухню. И опять я минут 15 буду отминать. Ставьте лайки и ждите чуда, когда получится пасочка. Вы посмотрите, как подошло еще тесто. Как узнать, когда оно готовое? Когда вот так берешь, вот смотрите, и оно опускается. Трогаешь его, оно опускается. Вот это уже готовое тесто. Видите, как вот оно опускается. Подошло. Гляньте, какое прекрасное тесто. Вот у меня формочки. Видите, какие у меня? Вот такие бумажные. Я их смазала внутри. Можно маслом сливочным, можно маргарином, можно даже растительным, кто как хочет. А теперь будем делать, и чтобы они не упали с пасочки, надо вот так. Сколько захватил, а с одного раза, чтобы не добавлять. Взял вот так тесто. Видите, вот столько, да, допустим, большую надо. И одним целым вот это надо бросать. Стараться, чтобы изюмчики не были наверху, потому что они будут тоже вкусные. И одним кусочком, вот, где-то берем 1/3 формочки. Оно я до того его хорошо уже вымесила, что его просто готовое берешь и ложишь в формочки. Все. И оно здесь округлится. Ой, какое оно хорошее. Точно так. Отрываем одним кусочком. Уже мы плюс-минус знаем, сколько надо, штук не добавлять. И третья часть формочки где-то
заполняется 1/3. Вот. Чуть больше. Ой. Чуть меньше. Они, естественно, сейчас поднимутся. Где-то больше половинку. Чем так подойдут хорошенько еще. И мы разогреем духовочку. Можно на 180 градусов, чтобы не горели, потому что формочки такие. И все, и минут, они небольшие у меня пасочки, ну, где-то минут 30-25, и они должны быть готовы. Проверять будем шпасочки. Ну, прям не тесто, а прям играться хочется с ним. Видите, как я делаю. Чтобы если изюмчика у меня много, все любят, когда изюма много. Ну, есть такие, что может не любят. Видите, тут еще цукатики. Вот мы все это прячем вот так вот, чтобы верхушечка была более-менее ровная. Ну, просто у меня очень много изюма. Ну, ничего. Мы все равно будем украшать. Тютель как тютельку. У меня хватило теста. Представляете? Надо же так, а? Все. Вот видите, где добавляла, оно видно. Поэтому надо вот так хорошенько придавить, чтобы она не лопнула. И будет ровненько. Все. Пасочки подошли, мы их поставили в духовочку. Вот, 180 градусов, 25 минут. А там посмотрим. Растут на глазах. Вот. Как еще поднялись. Дай Бог, чтобы все нормально. Все. Ждем. Вот такая красота у нас получилась. Сейчас остынут, я их поснимаю. А потом, когда украшу, покажу вам украшенные. Когда глазурью зальем, намажем. Вот тогда посмотрите, какая красота. И вот, я вам обещала показать свои пасочки. Смотрите, какие прекрасные паски получились. Красота. И глазурь очень хорошая. Видите, она застыла хорошо. И украсили мы так. И их уже, если вы посчитаете, не хватает 2 штучки. Я не удержалась. Маленьких 2 уже нету. Очень вкусные получились. В меру сладкие. В меру пышные. Я вам передать не могу, какие вкусные. Так что подписывайтесь на мой канал и пеките пасочки по моему рецепту. С наступающим вас праздником! Здоровья крепкого, светлой Пасхи вам и мирного неба. Будьте здоровы! Пусть ваш путь будет светлым, нежным, красивым, добрым, как вот эти паски мои. Смотрите, какая красота! Ну и, естественно, крашеночки уже готовы. Пробуйте по моему рецепту, испеките паски, и у вас все получится. Очень вкусные. Хорошего вам, веселого, светлого праздника Пасхи. Пока! До новых встреч!